Привет, армия. Что именно планирует Чингук? Правда ли, что он оставит военную службу, чтобы полететь в Токио? Кто бы мог подумать, оказалось, что Тэхён, его лучший друг, сказал Чингуку об этом. Арми по всему миру в смятении. Неожиданное признание Ви из BTS вызвало бурю домыслов. Это признак возвращения сольного певца? Тайное сотрудничество? Или что-то гораздо большее? Посмотрите на удивительные факты, которые нам удалось раскрыть. Мир К-поп снова потрясла неожиданная новость. Золотой Макне из BTS, Чингук, который в настоящее время служит в 5-м пехотном полку, внезапно отправился в Токио для большого проекта. Еще более удивительно, что эту новость сообщил Тэхён Ви в коротком разговоре с фанатом во время службы в другой дивизии. «Чингука, у него всегда есть сюрпризы», — сказал Тэхён с загадочной улыбкой, как процитировал фанат, которому удалось встретиться с ним на месте тренировок. «Токио ждет». Короткое предложение сразу же вызвало бурю теорий среди армии. Что именно оно означает? Военные источники заявили, что чрезвычайный отпуск активным айдолам предоставляется редко, за исключением особых случаев, таких как правительственные проекты или культурные миссии. Однако некоторые люди в корейской индустрии развлечений утверждают, что Чингук действительно сформировал тайное партнерство с мировым лейблом. Идут разговоры о международном проекте сотрудничества, но детали очень конфиденциальны, сказал источник из музыкальной индустрии, отказавшийся назвать свое имя. Если это правда, у HYBE может быть отличная стратегия. Эта новость, безусловно, дилемма для армии. С одной стороны, они скучают по возвращению Чингука на сцену. С другой стороны, есть опасения, что это может вызвать споры по поводу его военной службы. «Я не хочу, чтобы Чингука беспокоили только потому, что он получает особые отношения», написал один из фанатов в Твиттер. «Но если это официальный правительственный проект, я его очень поддерживаю». Интересно, что роль Тэхёна в этой истории находится в центре внимания. Он намеренно дал спойлер, чтобы заставить фанатов строить догадки? Или это часть маркетинговой стратегии, разработанной HYBE? Некоторые наблюдатели говорят, что Ви известен тем, что бросает намеки без контекста, например, когда он внезапно загрузил фотографию студии звукозаписи во время своей военной службы. «Тэхён всегда имеет уникальный способ общения с фанатами», сказал один аналитик поп. Пока что HYBE не сделал официального заявления. Однако несколько крупных аккаунтов фан-базы сообщили, что руководство находится в необычно молчаливом режиме. Обычно они быстро разъясняют, являются ли новости фейковыми, но на этот раз они молчат, написал один администратор фан-базы. Если этот проект правдив, он может создать новый прецедент для айдолов, которые сейчас служат в армии. BTS сами вошли в историю, и, возможно, они пишут новую главу. Мы должны помнить, что BTS – необычная группа. У них глобальное влияние. «Возможно, правила можно сделать гибкими для них», сказал один аналитик отрасли. Так что же на самом деле произойдет? Появится ли Чингук в Токио в ближайшее время? Или это просто раздутое недопонимание? Одно можно сказать наверняка, армии не перестанут искать ответы. И как сказал Тэхён, Токио ждет. Мир армии все еще не может отойти от шокирующих новостей, которые циркулируют в последнее время. Почему бы и нет? В разгар плотного графика военной службы Чингука и Тэхёна внезапно возникла проблема, что Чингук поедет в Токио для большого проекта. Новость пришла не от СМИ или агентства, а от самого Тэхёна, который косвенно дал спойлер фанатам, которым удалось с ним встретиться. Таинственные слова Тэхёна «Токио ждет» были словно брошенный горячий уголь в сток сена, мгновенно вызвав тысячи теорий и анализов от армии по всему миру. Некоторые предполагают, что это секретный проект сотрудничества, в то время как другие подозревают, что это связано с подготовкой Чингука к сольному возвращению после службы в армии. Но самое удивительное – это большой вопрос, как Чингук мог получить отпуск или особое разрешение посреди своей службы в армии. Несколько источников в корейской индустрии развлечений намекнули, что HYBE может планировать что-то крупное.
Информатор, отказавшийся назвать свое имя, рассказал, что его партия в последние несколько месяцев активно общалась с несколькими партиями в Японии. Это необычный проект. В обсуждении есть что-то очень особенное, но все стороны просят сохранять это в тайне, сказал он. Однако среди энтузиазма фанатов есть и голоса скептиков. Некоторые корейские военные наблюдатели заявили, что крайне маловероятно, что действующему военнослужащему будет предоставлено разрешение на участие в коммерческой деятельности, не говоря уже о заграничной. Если это не официальная правительственная миссия или культурная деятельность, одобренная Министерством обороны, маловероятно, что такая заявка будет одобрена, пояснил аналитик оборонной политики. Однако ARMY, которые давно следят за BTS, прекрасно знают, что группа часто выходит за рамки нормы. Они первые артисты, которым разрешили отложить военную службу до 30 лет, и они также были назначены специальными посланниками президента правительством Южной Кореи. Так может ли Чингук действительно получить особое разрешение на этот проект? С другой стороны, внезапное заявление Тэхёна также вызывает вопросы. Он пытается донести свою точку зрения или просто шутит? Тэхён известен своей игрой со словами и часто делает намеки без дополнительных объяснений. Некоторые фанаты даже подозревают, что это может быть просто стратегией, чтобы поддерживать высокую вовлеченность BTS во время их перерыва. Тем временем в Токио несколько аккаунтов фан-базы сообщили о необычной активности вокруг крупных музыкальных студий и концертных площадок. Японский фотограф утверждает, что видел несколько сотрудников HYBE в городе в последние недели, хотя официального подтверждения этому не было. Если Чингук действительно выступит в Токио, следующий вопрос – когда? Произойдет ли это в ближайшее время или только после того, как он завершит свою военную службу? Некоторые фанаты пытались связать это с графиком военных отпусков, которые обычно предоставляются в определенные праздники, но, опять же, все это пока только предположения. Ясно, что эта новость успешно держит армию в напряжении, чтобы следить за каждым событием, связанным с BTS. Социальные сети заполнены хэштегами решетка #IkTokyoProyect и решетка #ATISKPlanning. Фанаты делятся своими теориями и надеждами. Некоторые даже начали предсказывать возможные коллаборации с японскими артистами, такими как Ясоби, или даже проекты саундтреков для крупных фильмов. Пока ни Big Hit Music, ни HYBE не сделали никаких заявлений. Их молчание только усилило любопытство. Обычно, если циркулируют ложные новости, они немедленно дают разъяснение. Но на этот раз они решили не комментировать. Означает ли это, что за новостями скрывается правда? Или они просто ждут подходящего момента, чтобы объявить о чем-то большем? Только время покажет. Но одно можно сказать наверняка: если Чингук действительно появится в Токио в ближайшем будущем, то это будет исторический момент, который в очередной раз докажет, что BTS всегда способны удивлять. И как сказал Тэхён, Токио ждет. Должны ли мы все быть готовы?